Да, ребяшки, гутен так, как говорится. Приветствуем вас в Германии и давайте сразу к делу. Будьте добры. Да, это именно он, City Transformer CT1. И это, видимо, первый в мире складной автомобиль. Что к чему, обзор и даже, возможно, тест-драйв. Поехали! Ребятки, теперь самый приятный момент. Это не какой-нибудь там макет. Это официальный автомобиль, который на ходу. И более того, совсем недавно эта машина получила официальное разрешение на передвижение по дорогам Германии. Машину эту придумали в Израиле. Компания называется так же, как и машина, City Transformer. Впервые показали в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене. А продажи этой машины обещают начать в 2024 году. Габариты – это самое крутое. Длина 2,5 метра, высота 1,58, вес всего 590 килограммов. Ну и теперь хит вечера. Ну, скоро вечера. Значит, ширина этой машины 1,4 метра, вот прямо сейчас, в этом состоянии. Но если нажать специальную кнопочку на руле, которая находится вот там вот, и сделать это в движении, потому что в этом виде кнопочка не нажимается, ну, то есть нажимается, но машина, ничего с ней не происходит. Короче, машина складывается до ширины всего 1 метр. Круто, правда? Зачем это сделано? Да вот зачем. Да, все мы знаем, что в Европе есть автомобиль Smart, да еще много каких компактных автомобилей. Но эта машина проедет и запаркуется там, где Smart даже близко вот не сможет никак поместиться. Теперь самый интересный момент. Как это все работает, как вот там вот куча механизмов уже, как видно вот здесь, как это все устроено, не говорят. Это пока что вот запатентованная технология, секретная технология, но тем не менее они говорят, что мало то... А вот, покажите, старая школа приехала, Бэха. Z1, это Z1, еще в М-пакете. Вот есть люди, которые никогда в жизни не пересядут ни на что вот такое. Так вот, как все это устроено внутри, это был наш первый и самый главный вопрос, когда мы сюда приехали. Нам сказали, ну, ребятушки, знаете, Coca-Cola до сих пор же не раскрыла секрет своего вот этого секретного сиропа. Ну и мы тоже вам ничего говорить. Ну, они сказали, что это, естественно, их запатентованная технология, поэтому они не могут рассказывать, значит, как все это устроено. Но тем не менее, мы сегодня, ребятки, на этой машине прокатимся и посмотрим, как оно работает. So you are testing it, yes? Sorry? You are testing the door. Yes. It's eventually vehicles designed for fleets. Now, when you design it for fleets, you need the door to be robust. This is not a robust mechanism, but it's super sexy for people. Yeah. So B2C wise, people would like to buy it. But talking to fleets, B2B, it doesn't make any sense. Yes. So we're trying to see whether we can develop and have a chassis which is strong enough to hold either regular or this at the same chassis. So you can have customized vehicles. Somebody wants to order a fleet, will order regular doors. And a B2C client that will say, I want a little bit of a sporty or a sexy car, I will do this. So it will be an option of two doors, two types. So we are still testing. If not, we're going for the Rolls-Royce doors. So it's still on test. All right. Thank you. Ребятушки, спасибо, что вы смотрели. Специальная ссылка внизу. А это у нас второй автомобиль, а это был сооснователь компании. Идите сюда. Слушайте, забавно. Очень... Ну, посадка, кстати, прям вот с этой дверью вообще кайф. Смотрите, прям раз, сел, пяу, удобно. Даже довольно полный человек может сесть сюда с комфортом. Итак, что мы видим? Блок управления фарами, аварийка, здесь 2 USB, есть подстаканник, сюда же пока что кладется телефон. Ну, естественно, что это не очень удобно, но критиковать что-то пока что рано, потому что машина, повторюсь, предсерийная, может что-то поменять. Люди прям ходят так головой. Так забавно вообще за реакцией наблюдать людей. Это еще не главной фишкой не видели. И мы, кстати, тоже. Есть какая-то волшебная красная кнопка, вижу вот здесь. Попробуем? Экран бутафорский, но вот его практически идеально видно через вот этот вырез руля. А, подожди-ка. Так не, какой бутафорский, что я говорю? Это настоящий все-таки экран? Внезапно. То есть это настолько четко он смотрится, что я был уверен, что это какая-то бутафорская картинка. Это настоящий. Вот, смотрите, вот я дальний свет включил. Вот. Приношу свои извинения создателям, так сказать, автомобиля, потому что экран прям выглядит круто. Кнопка старт-стоп, рычаг коробки переключения передач, РНД и, собственно, паркинг.
Сиденье. Обратим внимание на важную вещь, что сейчас я сижу так, что мне не хотелось бы отодвигаться вперед. Но сделать это однозначно придется, потому что все, что остается для заднего пассажира, это вот. То есть ничего. Двигаем вот так, вот так, вот так. Это все. Excuse me, do you know if we can recline the back seat? No, back seat no. Do you plan to do it because it's too tight? Yes, of course. First of all, it will not be the same chair, it will be more comfortable. All right. Then you'll have more space in both sides of the driver seat, so you can put your legs Ah, you mean? both sides. Oh, wow, that's the system. So you'll have much more leg room, So I need to sit right here, like this. like this. All right. Давайте багажник посмотрим. Oh, wow. Like Toyota Land Cruiser. Oh, is that it? That's it? But you can fold. Oh, that works. But you need to take the Yes. Yes. Perfect. 350 liter of luggage. Ну, And ребятки, да. here currently we put a kind of desk for working with your laptop. But Wow. probably in the final version Wow. of the serial production it will be one door. Like an office, small office. Yes, a Can I small sit on this thing? No, don't No? sit. Here we have it. Закрываем. Мне нравится, что я закрываю багажник, и машина уезжает вперед на какие-то сантиметры. О, закрылась. Yes, please. Okay. So, all right. I'm ready. Садимся. Так, меня закрыли в машине. Okay, so now the software is uploading. Software is uploading. Yeah, you can see the screen. Yeah, I see. Uploading. First you need to start the car, you need to press on the brake pedal. All right. And then you see the blinking start button. See. Yeah, you need to press it. Oh, Now wow. it's concert, yeah. Beautiful. And so what do I need to do? What's the main magic Okay. to Yeah, I will tell you about the magic in 1 second. On the left side you have the tablet with all the HVAC functions and some music that we put inside there. Yeah. Okay, so you can play with it when we are driving. Ага. Perfect. Great. And you have some also CD there and Поедем с over there. музыкой, да. Okay, now the folding system. So you Alright. see this button over here on the steering wheel. Okay. Oh, this one. Yeah, it's a single button. You need to press it while you're driving. All right. This version is between 6 to 30 kilometers per hour. And you I've got press you. it for 2 seconds. Ага. And then you will hear the mechanism start working. You see Uh-huh. the colors on the door and also the dashboard changing to like yellow-green. Yeah. It also the picture will change and also it will be written unfolded mode. Nice. At the top. Sounds good. That's it? Yeah. That's it. All right, so give me like 3 minutes to put the camera on and we're good to go. Okay. Perfect. Так, ребятки, сейчас камеру повесим. Поехали. Чё мы без музыки-то как-то? О! Коробка. Пик, пик. А что, я уже могу мэджиком воспользоваться? Открыть машину-то? Она очень заваливается на этой скорости. В смысле, в этом режиме прям чувствуется, руль резко дерну и на бок пойдем. Ну, давайте, главный мэджик. Вот, у меня уже сработал ограничитель 26. Open. Тут я не... Воу! Вот это другое дело! Вот! Опа! У меня тут все зеленое загорелось, говорит, топи, топи, топи! Блин, нифига себе, она разгоняется быстро. Ох ты, как, слушай, какая она маневренная, офигеть! Вот в этом режиме прям на ней можно вжигать. Ну-ка, обратно. Так, шасси... О, осторожно, чуть не ехал. Шасси ушли. И вот у нас снова маленькая коробочка, которая завалится при любом удобном случае на бок. No, not again. Окно, наверное, можно закрыть. Поехали. О, да! Power mode is on. Воу-воу! Хорошо идет. Вопросов много, естественно, прям полно вопросов, и прям чувствую уже, комментарии от экспертов будут, что надо. Система работает только в движении, то есть если вы на маленькой парковке куда-то заехали и увидели вот узкий спот, это пространство, то есть вот вы вот дырку тут увидели, да, хотите туда заехать и остановились.
Вот сейчас система, вот смотрите, она не сработает. То есть мне нужно ехать, мне нужно будет стартануть как-то, да? А если пробка, я хочу вот прямо сейчас сюда заехать, я не смогу колеса сложить. Мне нужно будет вот поехать до 6 км в час разогнаться, сложить, там еще там метра 3 проехать, пока система срабатывает, и после этого зарулить туда. Но в этом вся суть работает, как нам сказали, какой-то Где поворотник у нас? Мехатронный механизм, вот этот, который внизу находится, он работает только когда, так сказать, машина находится в движении, иначе он не работает. В этом вся как бы суть вот этой вот запатентованной классной системы крутой, которая вот там вот внизу стоит. Так, что по характеристикам? Два независимых электромотора на задней оси, мощность 7,5 кВт, 10 лошадиных сил каждый. Максимальная скорость с узкой колеей. У меня написано 45 км в час, и везде в новостях так писали. На самом деле 30 км в час. Так решили, видимо, так надежней. А максимальная скорость с широкой колеей, вот прямо сейчас, 90 км в час написано. Вроде нам говорили меньше. 90, уточним еще. И зарядка от 10 до 80% всего за полчаса. Так, еще раз Magic вам покажу. 25 наша скорость. Важно видеть, какая у вас скорость. Ну, шумновато, конечно. И сразу же после вот этого звука сбавляется вот все 29 сразу скорость. То есть я педаль в пол, быстрее ехать не могу. И маневренность, прямо она вот очень шатается. Лучше не... О, ё-моё, бетономешалка сейчас. А вот я смогу, кстати, вот в этот час вот узкий промежуток проеду, как нефиг делать. Видите? Вот смотрите. Пиу! Ну вот, а на Volkswagen Lupo фиг бы вы так проехали. Вон эти там тоже стоят сзади, ждут. Так, open. И погнали. Ох. Конечно, для, так сказать, людей, которые живут в СНГ, вот все вот это, что называется, какая-то дичь. Ну, Land Cruiser, вот Prado, это вот наше, да, это вот знакомое, оно большое, сел комфортно. Но в Европе вот такие штуки реально ценят. Volkswagen Up, Smart. Вот, пожалуйста, Renault Twingo стоит, Renault Twizy. Эти машины здесь встретишь часто и очень много. Вот, смотрите, вот слева машина, вот Toyota дрещевая, вот еще какой-то Fiat. Посмотрите, сколько велосипедов, опять же, вот, да, для примера. Вот велосипеды, это здесь, как и малолитражки, один из основных видов вот перемещения. Буквально, в смысле, полгорода гоняет на великах, остальные полгорода на малолитражках. Так, старт со светофора. Давай, пощель. 30. 40, 50, а уже больше-то и нельзя, мне кажется. Расширение колесной базы создает такую маневренность, честно говоря, даже не ожидал. Нива стоит, видали, ребятки, вот Нива. Так, едем, вот я вижу парковочное место. Сложили. И вот смотрите, ребячки, эксперимент. Приехали мы во двор, встать, как обычно, негде. Ой, нормальная машина сюда никогда в жизни не поместится. Но мы... Что такое? Все нормально. Но мы... Поместили сюда даже, наверное, чуть пошире бы заехал. Две даже таких поместятся. Смотрите, раз, и встали. Плюс дверь открывается вверх, и можно спокойно выйти. Камера даже есть с заднего вида. Нифига себе. Так, назад. Вот, даже здесь, наверное, вот можно вщемиться как-то. Смотрите, ну-ка. Да ладно, да неужели помещусь? Да ну! Ну как вам такое? Ну и более того, я смогу выйти, да, то есть тут двери поднимаются вверх, и вот прям как раз место, чтобы мне выйти. Другое дело, как потом сядет вот тот человек, он не сядет никак, потому что он свою дверь не откроет, а у меня двери поднимаются вверх, и вообще без проблем. Вот, ребятки, вот вам наглядный эксперимент, пожалуйста. И open. Ой, красота вообще. Alright, вот так. Yes. Yeah, very good to go. Да, забавно. Напомним, что двери могут быть двух типов, но они планируют, то есть вот такие вот двери, а также обычные двери. Вот на той красной машине двери открываются в обычном варианте. Теперь, ребятки, цены 15 тысяч евро. Но если вы предзакажете эту машину до конца апреля 2023 года, 12 500 евро. Дорого это или недорого, надо, наверное, оценивать все-таки с точки зрения того, когда вы живете там, где эта машина пригодится. Да, вот в странах, где даже зимой катаются на велосипедах, это считается нормально.
Ну, просто потому, что везде есть велосипедные дорожки, везде все посыпано, и это окей. Так вот, в этих вот странах вот эту машину рассматривают вполне серьезно. Поэтому, наверное, остановимся на том, что выбор — это хорошо. То есть обычных машин вот таких вот полным-полно, маленьких машин полным-полно, а чего-то вот такого — это вот первая такая машина. Поэтому, как минимум, интересно будет почитать ваши комментарии. Огромное спасибо ребятам из компании City Transformer, что пригласили нас в Германию посмотреть на этот необычный автомобиль. И ощущения очень даже интересные. Ждем ваши комментарии. Привет из Германии. Увидимся. Пока.